Друзья, доброе утро. Ну, вроде бы свет хороший, должно быть все видно. С наступившими всех новогодними уже праздниками, но не всеми. Я так понимаю, нам еще пару раз нужно будет накрошить оливьешек. Но, тем не менее, несмотря на то, что зима продолжается, я хочу сегодня с вами нарисовать море. Но море, скорее всего, зимнее. Я думаю, что это именно зимнее, ну или как минимум очень пасмурное, холодное, с безумно красивым, моим любимым морским цветом. Не буду долго рассказывать, хотя люблю вначале всю эту предысторию развернуть. Сразу начнем с того, что у нас есть вот такая палитра, в которой основная краска это белая. Потом берете какой-то красивый голубой, очень темный синий, это не черный. У меня вот карминовый или розовый берете, и желтый, тоже какой у вас есть, желательно светлый. Вот какой-то такой набор, у вас он может быть другим, акриловые краски или гуашь. Большая кисть у меня плоская, мне удобно такими работать. Это синтетика, и вам тоже рекомендую рисовать синтетикой. Это плоские, твердые, такие упругие кисти, ими очень удобно рисовать плотными красками. Так, ну что, поехали. Мы начнем с того, что у нас будет небо, линия горизонта, море, да, и какой-то бережочек. Давайте начнем с неба сразу. Я беру вот так белила, отдельно переношу туда немножечко вот этого синего темного, отдельно себе смешаю вот такой вот темный синий цвет и начну наносить его на небо. Примерно вот такой он должен у вас получиться. Да, прямо как на картинке, с которой я рисую. Отлично. Попали в этот раз. И вот так вот распределяете. Видите, я пока без воды это делаю. Ну, теперь немножечко вот кисть буквально макаю в водичку. Ни в коем случае воду прям на работу не лью. Плотные краски не нуждаются в большом количестве жидкости. Очень редко нужно прям туда вот плеснуть. Практически никогда. Мы работаем в основном цветом. Вот я делаю такое темное небо, уже прямо вот у меня настроение сразу, я чувствую. И сразу приблизительно вот здесь у меня будет линия горизонта, я могу ее себе отделить. Не точно, но чтобы понимать, куда, да, докуда доходить. Линия горизонта у меня не посередине, никогда не рисуйте посередине. Всегда это чуть выше или чуть ниже серединки. В моем случае море интереснее, чем небо, поэтому я делаю небо поменьше, а море у нас будет побольше. Смотря на чем вы делаете акцент. Если вы хотите показать красивенное небо над морем, да, то вы оставляете больше неба. Если вас интересует конкретно волна, да, там, или цвет моря, или что-то в этом кораблик, то однозначно больше моря. Как бы нужно понимать, что у вас главное на картине, тому вы уделяете больше места и четкости, вы более четко это будете рисовать. Вот такое синенькое в центре, я сильно не затемняю, я здесь делаю какую-то облачность, да, вот с этой стороны у меня будет темнее, а с этой какие-то просветы. Это такие живописные мазки, над которыми вы не сильно задумываетесь, в которых вы оставляете какие-то темные и светлые пробелы. И вот представляете, что как-то так могут расположиться тучи на вашем небе. Смотрите, где-то прям по-сухому я так мазну. Главная моя цель, здесь темнее, здесь светлее, какой-то засвет я сделаю. Вот. И вот это вот будет намеком на такую прямо облачность. Я где-то прям активнее подбелю уже такими вот мазками кучевыми. Все, и оставлю вот такую вот облачность, да. Над морем очень часто облака такие раздутые. Иногда спокойные, иногда вот в такую плохую погоду они как будто бы растрепаны ветром. И смотрите, для того, чтобы еще больше был акцент на том, что это темное небо, в нем может появиться какая-то фиолетовизна, фиолетовинка. Я вот снова верну себе такой темный синий. И смотрите, совсем капелюшку, вот, собственно, для чего у меня здесь этот красный есть. Но не красный, а или розовый, или карминовый. Скорее всего, в вашем обычном наборе будет розовый. Возьмите розовый. С них получается симпатичная фиолет. Или фиолетовый к синему примешайте, если есть готовый. У меня его даже нет. Вот я все время намешиваю такой оттенок, как мне нужно. Легкая фиолетовиночка должна появиться. Не сливовая, а такая, знаете, цвета сирени. Чуть-чуть более фиолетовая, чем... Да, и вот здесь от низа, например, я кое-где его вотру. Это будет намеком на пасмурность, на такую пасмурную морскую погоду. Я на самом деле обожаю море вот во все остальные погоды, кроме солнечной, дневной, 12 часов. Я очень люблю, когда холодно. Однажды я была у моря
зимой, и я не ожидала. Вот это то, что мы сейчас с вами рисуем. Безумно бирюзовый цвет моря. То есть там не надо было никаких фильтров для фотографии. Я сфотографировала, это был прям бирюза. То есть в холодную пасмурную погоду море бирюзовое. И вот если не купаться, а любоваться морем, то оно бывает такое потрясающе красивое в нестандартную погоду морскую, да, что для художников подходит. И вот если у вас есть жажда ходить и любоваться какими-то там... Ой, смотри, какой цвет у волны. Ой, посмотри, какой форма облака. Значит, вы художник. У меня муж ходит, и вот я ему стану и смотри, как луна, смотри. Он такой, да, красиво. То есть он тоже включается в мои художественные взгляды, хотя очень часто люди обычно не так уж на это обращают внимание. Вот если вы обращаете, вы художник, сразу говорю. Смотрите, я еще немножечко хочу подзатемнить. Сегодня я смотрю, никуда не спешу. У меня большие планы, что у меня будет долго спать. Вся семья. Собака покормлена, муж спит, ребенок покормлен и спит, и мама может рисовать. Я как Золушка. Вот я, знаете, я просто хочу подзатемнить вот эту часть. Тоже такой контраст сделать. Чем я насыщеннее сделаю здесь, тем больше будет акцент, что вот здесь какой-то засвет, здесь еще спасение, здесь не буря, а вот тут надвигаются тучи. Это очень уютная погода над морем. Ну вот, допустим, пусть будет так. У меня совершенно другая история от той, которая там, на картинке, с которой я срисовываю. Смотрите, для игры какой-то я кое-где возьму и вмешаю вот свой голубой, который у меня здесь есть, да, кое-где в небо. Для чего я это сделаю сразу? Я это сделаю для того, чтобы потом мое небо имело что-то общее с морем. То есть вот этот цвет, объединяющий голубой, он будет и в море, и в небе. Пусть он будет легким акцентом, но тем не менее он здесь был. И значит, это как в наряде, да, аксессуар должен как-то объединять наряд в целом, да. Вот то же самое здесь. Какой-то объединяющий цвет. Ну вот, допустим, так. На этом мы небо оставляем, вымываем кисть. Дальше история с морем очень красивая. Для нее вам понадобится красивенький голубой, ну такой вот желательно чистый, да, как этот, который у меня есть. Я беру его и для начала просто отчеркну себе линию горизонта. Немножечко с водичкой, чтобы проще было вести тонкую линию. То есть здесь надо желательно вот как бы ровненько так подчеркнуть небо, захватывая его край, да, чтобы спрятать. Вот. Я этот голубой цвет очень люблю, он такой очень четкий, видите, он сам по себе уже какой-то бирюзовостью отдает. Угу, супер. Дальше я тоже вот так сразу этот голубой. У меня вот здесь будет какой-то прибой, то есть вот здесь какой-то будет непонятный берег. Мы пока его не трогаем, мы вот этой частью моря занимаемся. Вот я сразу себе очерчиваю план работ. Это мое море. Вдалеке море темнее. Что я делаю для этого? Вот у меня есть голубой, я беру синий, беру вот этот голубой, смешиваю их вместе. На самом деле я сейчас экспериментирую. И вот он у меня такой бирюзовато-холодный. В холодном зимнем море всегда появляется зелень. Вот я беру эту зелень. Видите? Угу, такая. Ну вот до зеленого надо ее не довести. Она должна быть все-таки грязным синим. Вот у меня даже сейчас немножечко слишком зеленовато, ничего, я где-то голубым компенсирую. И вот я очерчиваю линию горизонта. Там, где темное небо, там темнее и море. Я поэтому с этой стороны, под своим темным небом, спускаю этот темный зеленый цвет вниз. Здесь я его не так активно затираю. И гладьте лист легонечко, вот очень легонько все время подметайте его. Тогда вы не будете затирать его до катыши, да и вообще как бы нет смысла его сильно тереть. Усердно так стараться, да? Смотрите, я еще эту зелень вот здесь вот привнесу, я это списываю с той картинки, с которой я рисую. Мне нравится какая-то вот здесь темнота пусть будет, да, на переднем плане. Вот видите, я опять оставляю акцент. Акцент у меня будет вот здесь. Знаете, очень классная штука происходит, когда в пасмурную погоду вдруг над небом появляется луч солнца. Вот это он и есть. Очень светлый бирюзовый цвет. Я беру для начала белым, засветляю вот это место, да, чтобы у него уже была какая-то основа из краски. Не просто бумага белая. Засветляю. Я стараюсь плавненько. Для этого я очень легонько касаюсь листа. Кое-где иногда макаю в водичку. И вот видите, я как будто бы так подметаю, как пыль стираю.
Вот очень легонько, так плавно заканчиваю мазок, плавно начинаю и быстро, едва касаясь листа, у меня очень легко получается плавные переходы. Вы немножко потренируйтесь, вы поймете, что это очень просто. Главное излишне не стараться, касаться листа легонечко. И вот, ничего, что что-то не закрашено, мы сейчас еще дорисуем это. Итак, пока вот есть такая история, что вот здесь где-то у меня небо, точнее море засветляется. И вот я хочу бирюзу, вот эту самую вкусную, поэтому никакой грязи из разряда темного синего, чистый голубой. Туда совсем капельку желтенького для начала будем, если что, добавлять. И вот мой голубой уже становится слегка бирюзовым. Вы не увидите, наверное, на видео большой разницы, я так думаю. Цветопередача все-таки не та, хотя немножечко есть. И вы просто, когда сами смешаете, вы увидите разницу между голубым первым и голубым. О, вот он этот цвет. Смотрите, и вот в эту белую основу я начинаю вносить вот такими же мазочками плавными вот эту свою потрясную бирюзу. Так. Угу. Отлично. Но видите, у меня есть цель все равно оставить здесь засвет. То есть я полностью его не уношу. Я просто вот хочу плавненько внести эти мазки. Я очень люблю, когда какой-то цвет с каким-то цветом соединяются очень непонятно как. То есть вы вроде бы не знаете, что вы такого сделали, а вот все цвета между собой плавненько соединились. Нет швов, да, нету стыков. Теперь вот здесь я снова хочу подтемнить. Вот в эту свою бирюзу я добавляю синего. Что я сделала? Я хотела синий добавить вот в этот зеленый. Ну, неважно, в оба их добавляю синий. Туда чуть-чуть желтенького снова. Мне нужно темновато-синевато-зелененький такой. Тоже в небольшом количестве, на самом деле. И вот смотрите, я чуть-чуть хочу подтемнить вот эту даль еще синим. Опять сделать акцент. Тогда это называется перспектива. То есть я ее передаю с помощью цвета. Вдалеке темно, вблизи светло, и рождается ощущение, что вот там далеко, а здесь близко. Видите, вот немножечко вношу, делаю там темнее. Вот на видео это, я думаю, должно быть вообще хорошо видно. Как сразу вот эта часть моря уходит вдаль. Угу. И вот здесь совсем чуть-чуть. И вот здесь на переднем плане мы договорились, что мы немножечко будем подтемнять. Можно и этим цветом тоже, чуть-чуть совсем. Видите, вот плавненько, я едва касаюсь. Вымываю. И теперь все очень просто, в принципе, уже готово. Пока мое море не высохло, я сразу беру белый и делаю вот что. Я делаю, во-первых, какую-то легкую волну, приступающую вот оттуда, вот на этом засвете. То есть, чем дальше волна, а вот эта вот, она уже очень далеко на самом деле, поэтому она очень такая мелкая. А это, туда вообще уже ничего наверх не уходит. Мы волну оттуда не увидим так четко. А вот здесь к берегу, конечно, уже такая вот прямо может прибой быть. Но совсем прибой на берегу мы еще пока не рисуем. Мы вот пока набрасываем. Край моря мы не рисуем, потому что надо сделать для начала... Надо сделать для начала берег. Вот так вот я затираю какие-то... Видите, на краю она четкая, а вот туда в море она уходит где-то плавненько. Вот пока я это оставляю, свое засвеченное морешко. Делаю берег. Берег у меня здесь очень такой смутный, в нем есть какая-то зелень, мы ее допустим, то ли водоросли. В общем, для начала мы возьмем вот грязь, которая у нас есть туда чуть-чуть красноты. Это должно получиться что-то фиолетоватое, возможно, коричневатое, да. Вообще все эти три базовых цвета, синий, желтый, красный, вместе дадут коричневый в каком-то таком, в своих пропорциях. Ну вот это может быть слегка фиолетоватая грязь. Слегка там зеленоватая. Какая бы она у вас ни получилась, у меня она будет фиолетоватая, но с коричневым таким примесом. В общем, грязный берег мне нужен. Вот это еще чистый. Я еще туда желтенького. И будет он слегка зеленоватый. Угу. То есть это основа моего берега будет. Вот такая вот грязючка. Угу. Просто мы не делаем на нем акцент. Мы его вообще сводим на нет. Главное в цвет попасть, да, вот что-то темненькое. Самая темная, если по цветосоотношению, это будет самая темная часть. Туда мы добавим сейчас. Теперь мы какую-то больше зелень сделаем с помощью желтого. Желтый синим это зелень. Туда немножко красного это коричневатая зелень, да? Экспериментируйте. Пробуйте. Синий, желтый, зелень, чуть-чуть красного, коричневатая зелень. Такая болотистая. Вот такая нам подходит. И вот кое-где вот эту болотистую зелень. У нас же прибой моря.
какая-то водоросль там могла свой оттенок внести. Угу. И теперь, смотрите, вот теперь, когда у меня вот это есть, грязный бережок, я просто оформлю край моря. Вот здесь в центре самый белый край берега. Плюс какая-то вот от белого цвета на берег пусть выйдет грязь. Так слегка его подсветлит, чтобы он не был такой однотонный. Ни в коем случае однотонный. Вообще однотонность — это практически всегда враг в живописи, да? Именно в живописи, когда вы рисуете природу. Однотонно — это скучно, поэтому делайте вот такие вот мазню такую. Ну, это мой взгляд как художника. Вы, конечно, можете смотреть разных и вообще слушать себя. На самом деле ничего не остается, кроме как слушать себя. Все художники рисовали так, как им хочется. Поэтому, вот, если вам нравится однотонный какой-то, вы нашли какой-то такой бережок, оставьте так. Пробуйте. Пока вы рисуете это для себя, вы абсолютно свободны в пробовании. Вот мне нравится этот бережок, у меня есть ощущение. Вот здесь крупнее, потому что здесь ближе ко мне, туда уже дальше, там что-то мелочь какая-то и нечеткая, и неясная, но слишком светлая. Эту даль я возьму, эту зелень свою грязную, и даже эту волну я ее приглушу, потому что здесь над ней уже луч света не светит, а значит даже эта белая пена, эта белая волна будет, скорее всего, темная и такая грязноватого цвета, потому что над ней нависает туча. Вот я ее затемню. И вот тут что-то, может быть, тоже затемню. Единственное, что будет интересно сделать, это под этой волной задать темень какую-то. Я вот возьму свой темный синий к этой вот какой-то грязи, которая осталась, но у меня уже ничего не осталось. Добавляю желтый. Вот синий с желтым, ничего больше. И под волной прямо, смотрите, я ее подниму сейчас. Прямо под ней, близко к ней, я задам такую тенюшечку. Коварное видео, друзья. Так, где-то там мы с вами закончили на том, что... Оборвалось, в общем, видео. Закончили на том, что у нас вот бережок, вроде мы волну подчеркивали, да. Смотрите, с тех пор я работала только белой краской. Я взяла среднюю кисть, добавила более густых таких пятен на край волны, чтобы она стала более акцентированной. Успокоила свое небо чуть-чуть фиолетоватым таким. А как много пропустили. И брызнула вот таких вот брызгов, как будто бы это прибой моей волны. Я надеюсь, что вы справитесь даже без четкого моего руководства, которое мой телефон решил не снять. Все, котики и зайчики. С наступившим Новым годом, и я желаю нам поскорее оказаться у холодного моря, чтобы полюбоваться этими цветами. Нам, художникам, все это очень необходимо. Наблюдать красоту природы. Пока-пока.